Ветреные ночи Амурский залив точит необъятные берега одного из красивейших городов мира – Владивостока. Город мостов и портов. Круглые сутки он тоннами получает и тоннами отправляет. Он – сердце импорта и экспорта. Здесь, как и в других приморских городах, живут и трудятся люди. А по соседству – тайга. Другой мир, где звуки соревнуются своим разнообразием. Километры флоры и фауны и абсолютная гармония. Тут обитают братья наши меньшие во главе с царем природы, объединившим в себе силу, величие и красоту – амурским тигром. Этому крупнейшему представителю семейства кошачьих нет ни одного равного соперника. Тигр – это совершенная машина для убийства. Зверь, который может по пересеченной местности 100 метров преодолевать за 4,5 секунды, удар лапы 500 килограмм. То есть это зверь, который может победить любого. Даже голодный он не нападает на человека. Нет, это исключение. В большей степени это человеческий фактор. В общем, через мои руки прошли трупы, да, там и трупы тигров, и я видел, как тигр убивает людей. Это страшно. Но человек так устроен, он никогда не предполагает. Но очень надеюсь, что вот на моей крови можно сделать некие выводы. Самый опасный зверь – это человек. Потому что все, что бы ни делалось, все происходит от деятельности человека, от его поступков, как он себя ведет. Представьте, что в ваш дом вломились чужие, посягающие на вашу жизнь и на все вокруг вас. Тайга принадлежала тигру до того момента, пока его вместе с тайгой люди не научились конвертировать в валюту. Тогда-то мир и поделился на тех, кто его истребляет, и других, кто его защищает. Героев нашего фильма. Тигр, получив ранение от людей, и вследствие этого ранения часто развивают всякие побочные заболевания, он не может уже охотиться. Естественно, когда он натыкается на другого человека, он вымещает на нем свою злость. Поэтому был в свое время, да, у нас хороший лозунг, что стрельба по тиграм опасна для вашего здоровья. Опасна не только для вашего здоровья, но и для граждан. Поэтому те люди, которые бездумно стреляют в хищников, это применимо не только к тиграм, это применимо и к медведям. Вообще, в принципе, крупным животным. Каждое животное понимает, кто нанес ему травму. Сергей Арамилев, кандидат биологических наук, генеральный директор центра «Амурский тигр». До прихода в центр долгие годы работал во Всемирном фонде дикой природы. Сергей из семьи потомственных ветеринаров, биологов и охотоведов. В 6 лет отец взял его в научную экспедицию в тайгу. С тех пор лес – родная стихия Сергея. А охрана природы стала делом всей его жизни. Так же, как и для Анатолия Андреева, инспектора службы охотничьего надзора Приморского края. В разведку ходят с надежными людьми, понимаете. Поэтому и здесь то же самое. Вот в этом плане по охране объектов животного мира это тоже, я считаю, своего рода какой-то бой, какой-то внутреннего характера. Вот. Та же самая оперативная работа, разыскная даже работа. Все это применяется вот здесь, в гражданской работе. Анатолий Андреев по профессии инженер-механик. Окончив Приморский сельскохозяйственный институт, отработал по специальности 17 лет. Руководил одним из крупнейших совхозов Приморья. А затем в 1997 году ушел в лес. Рассчитывал на спокойную жизнь егеря, наедине с природой. Но не тут-то было. С одной стороны хищники, с другой люди, истребляющие их, а современные браконьеры гораздо коварнее зверей. Они стали умнее, они стали хитрее, они стали, как говорится, продумывать все свои действия. В этом случае у нас уникальный такой, понимаете, район есть лесозаводский.
они не просто стали умнее, они стали обзаводиться техникой, всякими глушилками. Александр Чебанюк. До того, как стать сотрудником службы охотнадзора и возглавить специальную оперативную группу центра «Амурский тигр», прошел службу в спецназе. Затем служил в отряде милиции особого назначения и занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Браконьеры между собой называют его «лютый» и предпочитают не пересекаться в лесу. В тайге человек, как в сметане таракан. Его видно. 100 километров, 200, мы друг о друге знаем все. Расстояние вообще между участками 100 километров, но мы знаем, что он делает, там мы определяем по его следам, по лыжне, по гильзам, по выстрелу. Все это мы друг о друге знаем. Юрий Колпак. Руководитель группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Минприроды правительства Хабаровского края. Он коренной житель Хабаровского края. Родился в семье геолога. С детских лет все свободное время проводил в тайге. Любит лес, понимает повадки зверей, даже больше, чем людей. У Юрия ответственная должность. Он разбирается в конфликтах между людьми и животными. В частности, амурским тигром. Тут и дипломатом ты должен быть, и полицейским, и следователем, и психологом, и, конечно же, охотником. Когда я увидел, что тигр прорывает клетку, да, вот как нож в масло, и я вижу перед собой вот эту страшную разъяренную морду, то, понятно, я как бы сразу вспоминаю, да. Вот это, кстати, о том, чего ты вспоминаешь перед смертью. Потому что смерть была вот рядом, да, вот как вы со мной, еще и ближе, да, она меня поцеловала сюда. Я вспомнил сына. То есть я успел, так как это быстро, я успел произнести только одно слово – Егор. Все. Павел Фоменко. Во Всемирном фонде дикой природы отвечает за редких хищников на юге Дальнего Востока России. В 2000 году американский журнал Time назвал его «Героем планеты». За плечами Павла более 30 лет работы в области охраны тигра. Как могла с ним произойти такая трагедия? Трагедия с Павлом Фоменко произошла в 2018 году. В том же году беда пришла в еще один дом Хабаровского края. Предположительно, в схватке с тигром погиб муж Оксаны Строкиной. Он за шишкой пошел. Я говорю, ну нету шишки, понимаешь, нет. Знаешь, так в сердцах сказала, вот принесешь 2 мешка, там и оставайся. А он как-то так сидел и говорит, а куда я? Утром проспали. Мы проспали, мужики уже приехали. Он подскочил, Ксюш, бутербродов нарежь. Машина уже стояла, ждала. Вот прям вот зачем проснулись? И стемнело, приехала милиция. Вышла за калитку. Он Оксана Викторовна. Ну вот, и прямо аж холодок. Он говорит, у вас муж не вышел с тайги. Взял у меня фотографию, данные его, записал и уехал. В 6 часов утра я уже стучалась к соседям, говорю, поехали. Мы поехали туда. На этой пасеке никого не было, там было кострище. Вот. И пошли искать. Сын его и нашел. Собрали то, что от него осталось, в черный мешок, взяли экскременты тигра и шерсть. Мне уже подпустили к гробу. И у него во рту была, тигриная, шерсть у него была. Очень жалко его, женщину, что произошло, потому что такая потеря, это даже слов нет. Но тем не менее, виноват человеческий фактор. Абориген Василий Дункай. Большой друг центра «Амурский тигр». Потомственный удыгейский шаман. В 2005 году во время своего посвящения он произнес клятву. Здесь, на своей земле, под высоким небом,
На берегу реки кормилицы Бикин клянусь помогать своему народу, защищать его, хранить традиции. Для нашего народа тигр один из божеств, который посредник между людьми и Богом. И все народы, как тунгусско-маньчжурского пояса, который проживает, где ареал этого тигра, они все обособляют. На этих кадрах с Василием Дункай беседует журналист Оксана Пушкина, соратник центра «Амурский тигр», благодаря которой и появился этот фильм. Немало часов провела она за разговорами с единомышленниками, выясняя, почему же так небезопасно сегодня в тайге. Ни людям, ни тиграм. После распада Советского Союза работа, естественно, колхозы, совхозы тоже начали рушиться. Рабочих мест не хватает, жить надо, семья, дети, учить, одевать, кормить надо. И самим тоже еще хочется пожить. А в селах, вы знаете, где работы нет, вообще ничего не найдешь. А производства вообще никакого нет. Сельхозпредприятие развалилось, все. Лесхозы тогда поразваливались, что там вроде как стало все в раз почему-то нерентабельным. Человек, который живет, допустим, в развитом городе, да, где у него все есть, он может пойти в супермаркет, в театр, он живет в каменных джунглях. Он немножко не понимает реальности жизни населения, которое живет по-другому. У нас от Урала до Владивостока лес — это не только красивая картинка, куда можно поехать пожарить шашлыки. Это средство выживания местного населения. Но тут появился сосед — Китай. В Китае, естественно, рынок сбыта необъятный. И появился спрос на это все дело. Ну, а спрос, как правило, провоцирует, вы знаете что, да? Все тут ринулись в тайгу. Если сегодня тигр себя нападает на человека из безысходности, правильно? Или он раненый, то есть, или, например, у него хотят добычу добрать, то человек сегодня опасен тем, что он сегодня, убивая тигра, пытается его убить для наживы. Кто-то конкретно охотится на тигра и, убив его, пополняет свой бюджет. А вот, к примеру, муж Оксаны, отец двоих детей, погибший в тот роковой день в тайге, пошел, как известно, в лес за шишками. Мешок чистого кедрового ореха можно сдать на рынке в пределах 6000 рублей, в зависимости от веса. Работа тяжелая. Мешок шишек весит около 30 килограммов. Перерабатывают, грузят и возят с утра до вечера. Но в отсутствие работы в некогда цветущем городе Бикин, а ныне почти вымершем, месячная вахта в лесу может прокормить семью почти всю зиму. А в урожайные годы и того больше. Он вынужден это делать. То есть нет условий для жизни. Он нормальный мужик, он хочет воспитать детей, выучить их и так далее. Он должен где-то добывать средства. И он идет в эту тайгу и тащит из нее все. Я люблю Дальний Восток, да, очень люблю. Я хожу по тайге для того, чтобы... Я за разведение тигров, я за разведение всего. Создайте базу кормовую. Вы выпилили дуб. Дуб кормит от малого до великого. Я живу в Бикине, я вижу, что возят дуб. Человек с деньгами нанимает людей, они рубят незаконно лес, лес отправляется там, в соседнюю страну. В итоге само государство не получает денег от того, потому что лес уходит по теневым схемам. Люди, непосредственно нанятые в селах, получают копейки. И ответственность тоже они зачастую несут. У нас зачастую арестовывают как раз рядовых исполнителей, которые вот с пилой, в деревне работы нет. Мы там пообещали 1000 рублей, он пошел пилить лес. Дубу до первого желудя 40 лет расти. 40 лет мы ничего не садим. Мы просто выпиливаем и уничтожаем. Я за то, чтобы как бы будет дуб, будет кабан. Будет кабан. Будет тигр. Мы вторглись на его территорию, вырубили леса, а он как бы хочет кушать, где-то ему надо жить. Очень сильно подорвана кормовая база, потому что еда у него там зверушки, которые живут в лесу, а кабанчик он не может жить среди березы и осинника, потому что нужно что-то есть. Это желудь, орех кедровый. Если вот благодаря вашему фильму, да, хоть кто-то вот где-то, что надо садить,
Я думаю, что вот я не зря погиб мой муж, и не зря вообще все это было. Вот прям не зря, чтобы вот... Ну, надо думать о том, что мы оставим нашим детям. Люди и тигры. В природе все взаимосвязано. Амурский тигр – индикатор благосостояния экосистемы юго-дальнего востока России. Если в тайге живут тигры, то там достаточно копытных животных, которые существуют за счет высокопродуктивного леса. Если же тигра в лесу нет, то с экосистемой что-то не так. Чаще всего причина этому – браконьер. От рук браконьеров страдают непосредственно не только тигр, но и копытные животные, источник пропитания тигра. А главное – лес, служащий тигру и копытным домом. Когда экосистеме наносится урон, она становится непригодной для обитания тигра. Лишенный пропитания, он вынужденно выходит к людям, невольно провоцируя конфликтные ситуации. В результате них страдают и сами хищники, и люди. Человек, в отличие от животного, у него есть понимание, жажда наживы, да, и корысти, а также предательства. У животных этих качеств нет. Ни одно из животных не предает другое животное. Ни одно из животных не пытается на другом животном заработать. Да? У них нет денег, им проще, животным. Это единственное, что нас от них отличает. Все остальное мы ведем себя точно так же. Ну, у нас также колонии муравейники, распределение ролей, там, инстинкты размножения, там, хитания один в один. Но животные, они понятны. Люди в лесу непонятны. В 1947 году тигр был взят под охрану. В России охота на него была ограничена, а потом полностью запрещена. Этот уникальный зверь, национальное достояние России, занесен в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу Российской Федерации как подвид, находящийся под угрозой исчезновения. 95% всей популяции амурского тигра обитает на Дальнем Востоке России. В 2010 году в Санкт-Петербурге главы правительств 13 государств, на территории которых обитает тигр, собрались, чтобы обсудить проблемы сохранения редкого хищника. По итогам форума, получившего неофициальное название «Тигринный саммит», Россия приняла на себя обязательство сохранить амурского тигра. Когда президент обратил внимание на проблему и тигра, и проблему сохранения дальневосточного леопарда, и на проблему экологии в Арктике, включая ситуацию с белым медведем, то, конечно же, тут ситуация изменилась в лучшую сторону, потому что и крупные государственные корпорации, и крупные деятели администрации президента стали этим заниматься вплотную. И результат, в общем, оказался, в общем, позитивным через несколько лет. В 2013 году по инициативе Владимира Путина был учрежден Центр «Амурский тигр», который функционирует исключительно на средства спонсоров, не получая средств от государства. Изменение Уголовного кодекса Российской Федерации, да, основополагающий документ, нам всегда очень долго рассказывали, что это практически невозможно, что это настолько жесть и классика, которую нельзя изменить. Я только в своей жизни потратил 10 лет, а мои коллеги еще больше. Придя в новую организацию, этот вопрос решился за 3 месяца. За 3 месяца был изменен Уголовный кодекс, была внесена новая статья Уголовного кодекса, которая позволила ужесточить наказание за амурского тигра. Основная задача Центра «Амурский тигр» – объединение усилий и координация действий всех, кто заинтересован в сохранении краснокнижного хищника. И, конечно же, создание условий для тех людей, кто ежедневно заботится о нашем национальном достоянии, рискуя собственной жизнью. Мы под стволами стояли, и всяко бывает. И семье, и бутылки с зажигательной смесью в дом кидали. Вот мне там 5 лет тому назад чуть не сгорел. Ну, у нас вот, ну и по службе, по системе тоже
люди страдают. То машину сожгут, то дома сено, то еще там что-то. Ну, пытаются своими действиями попытаться человека, чтобы он сломался и бросил это дело. Бывают случаи нехорошие, страдают люди. Особенно вот в последнее время были такие моменты у нас вот группы вот Арсеньевская, Корнеев Александр, там вот попал, сбили снегоходом, его там повредили ногу ему. Вот Елистратов Николай Анатольевич, это группа с пограничного района, то же самое. Браконьеры обстреливали животных ночью из-под тепловизора, ну и загрузили, пытались уйти, но они вот преследовали их и ослепили их там фарой, в глаза посветили мощным светом. Естественно, водитель не справился с управлением, меня опрокинулись, там врезались в столб электрический. Ну, хорошо все живы остались. Но получили серьезные травмы, конечно. Каждый человек, которого мы в тайге проверяем, это все охотники. Они все с оружием. Но закон о полиции защищает полицейских, страхует жизнь, здоровье, все прочее. То есть они госслужащие, у них зарплаты, соответственно. А охотинспектора не все госслужащие. У них нет этой социальной защиты такой правильной. И законы на них не распространяются, вот эти. Охотинспектор, он только что выявил нарушение, да? Но он не может вести следственных действий. А они нужны горячие действия. Тигры это да, это хорошо, их нужно сохранять. Это такая ценность в природе. Но приоритет за людьми. Потому что люди и тигры, в первую очередь люди. Люди. Приоритет работы Центра «Амурский тигр». Для инспекторов Госохотнадзора, находящихся на передовой в борьбе с браконьерством, сегодня приобретены и спецтехника, и соответствующая экипировка, и электронные устройства, спецсредства, в том числе и оружие. Такая забота, как мать над своим чадом, да? То есть сегодня, во-первых, такая техника, которая сегодня предоставляется инспекторам для работы. Сегодня они не думают, чем заправить машину, правильно, и не думать о том, что на чем завтра ехать, где денег взять. Сегодня и социальные вопросы, то есть и профсоюзы работают, и где-то и надо в санатории, пожалуйста, тебя могут в профсоюз отправить. Зарплата вовремя выплачивается. Одевают, предоставляются все спецсредства, служебное оружие, вся техника и квадроциклы, снегоходы. Я вам скажу одно, что сегодня, грех не работать. Для поддержания численности копытных животных, основной пищи тигра, и предотвращения их массовой гибели в случае природных катаклизмов, Центром «Амурский тигр» создан резервный фонд кормов для подкормки. Развивается система предотвращения конфликтных ситуаций между тигром и человеком. Ежегодно специализированные группы разрешают десятки конфликтных ситуаций. Вышла женщина в огород, увидела вот такие следы тигра или медведя. У нее глаза, сердце, она хватает телефон, и что начинает? Звонить. Она же защиты ищет какой-то, власть. Я для этого и еду, чтобы ее успокоить, что тигр просто прошел. Ему нет забора, в поселках там только фасадный забор, а так ничего нет. Он шел, а для него это не картошка, это просто травка. Он прошел, оставил свои следы. Вот этот конфликт я должен уладить, чтобы она успокоилась, никуда не звонила больше, все нормально. А если тигр уже пришел, начинает хулиганить, там, ловит собак, там, коров и так далее, то это большой конфликт, и его надо тоже, так сказать, локализовать. К слову, ущерб, причиненный амурским тиграм сельскохозяйственным и домашним животным, возмещается благодаря специальной программе по страхованию. Ну а российский опыт в разрешении конфликтных ситуаций между тигром и человеком в реабилитации хищников считается одним из самых передовых в мире. Научные конференции, проводимые при поддержке Центра, собирают ученых со всего света, где разбираются и чрезвычайные ситуации. Мы сейчас помогаем государству выстраивать систему минимизации конфликтов с крупными хищниками. Приходится их вызывать на атаку, на конфликт, да?
А по-другому вот в данной ситуации никак. То есть моя задача была вакцинировать эту тигрицу для дальнейшей работы. Да? Для того, чтобы вакцинировать, надо ей воткнуть вот этот шприц, вот, стрельнуть специальным ружьем. Я ее спровоцировал. По сути дела, претензий к тигру нету. Она выполнила свою задачу, которую я ей задал. Да? Она на меня бросилась, а мне это и надо было. Но, к сожалению, сетка не удержала. Если бы удержала, все было бы нормально. Я это делал всегда, я это делал десятки раз. Очень надеюсь, что мои страдания, моя кровь как раз станут вот залогом безопасности будущих специалистов, которые будут работать с хищниками. А с ними мы будем работать всегда, потому что пока есть тигры, будут конфликты. Выявлены десятки преступлений против тигров. Возбуждены уголовные дела. Вынесены судебные приговоры. Сотрудники таможни перекрыли крупные каналы контрабанды амурского тигра. Создана и развивается сеть научно-природоохранных станций, чтобы изучать и оберегать амурского тигра в самых проблемных частях ареала. Никто не задумывается, что это охотоведение, наука, целая наука. И раньше людей, и сейчас еще остались вузы, учили 5 лет тому, как, условно говоря, растет лес, как там живут животные, как сделать так, чтобы животных было больше, как сохранить редкие виды. Поэтому порой принимается непопулярное решение. И основная наша задача, чтобы сейчас вот тот небольшой промежуток времени, когда мы можем захватить корифеев, людей, воспитанных в советской школе, которые отдали по 30-40 лет жизни в лесу, для того, чтобы успеть научить молодежь. Ну вот пытаюсь здесь. Молодежь приходит учить, помогать, обучать всему. Потому что все равно, как бы ни хотелось, как бы мы ни охраняли вот весь животный мир, который является кормовой базой нашего дальневосточного амурского тигра, да, который обитает именно только в этом регионе, все равно самое важное в жизни – это человек. Потому что он, как говорится, всем этим занимается, от него очень много зависит. Только образованный человек, в том числе экологический, понимает ценность природы и важность сохранения всего живого. Поэтому центром «Амурский тигр» вместе с партнерами ведется активная работа по экологическому просвещению и улучшению качества жизни людей. Возводится служебное жилье, медицинские учреждения, создается туристическая инфраструктура. Нам же тигр нам не дает денег в бюджет. Не дает. Хотя можно сделать, чтобы и давал деньги в бюджет. Есть охотничьи хозяйства, которые уже переключились с охоты на экологический туризм. Едут туристы, и они просто фотографируют диких животных, и эти хозяйства зарабатывают денег больше, чем на охоте. Главное, не надо, скажем так, наступать ему на пятки и вторгаться в его сферу жизни. Вот. Держать дистанцию с огромным уважением. Тогда тигр не будет, думаю, тебе никогда помехой. Он очень умный. Он хищник, а хищник – это думающий. Понимаете, это не просто так, там, пошел талку, ветку съел. Ему надо подумать, как, что сделать, как обойти, там, направление ветра, как подойти. Ага. Ну, единственная проблема у тигра – обоняние. И удыгейцы говорят, если бы еще Бог дал бы ему обоняние, он был бы суперзверь. Амурский тигр больше не находится под угрозой вымирания. Текущая задача – увеличить размер популяции до оптимальной численности в рамках существующего ареала, чтобы она была как можно более генетически разнообразна. У нас достаточно специалистов, мы в этом деле сильные. Самое главное, что изначально мы выбрали правильную стратегию. У нас нет индивидуальной охраны вида. У нас нет индивидуального подхода к охране того или иного вида. То есть у нас не бывает так, что мы охраняем только русского тигра. Мы охраняем целую категорию видов. Есть ради чего жить и ради чего трудился. Есть, видишь плоды своего труда, что все-таки, охраняя животный мир, польза какая-то есть и реальный результат. Видишь его своими глазами.
И мы понимаем, что тигра невозможно сохранить без копытных животных, которых он есть. Соответственно, копытные животные не могут жить без леса, а лес и копытные животные – основной ресурс для местного населения. Если мы хотим, чтобы тигр жил рядом с нами, мы должны сделать так, чтобы социально-экономические условия для населения были пригодными для того, чтобы они могли использовать ограниченное число ресурсов, как древесины, так и копытных животных. Тогда в комплексе копытных и леса будет хватать и людям, и тиграм. Но мне государство это поручило сделать. И я это делаю. Но я себя нормальным мужиком ощущаю. Нормальная мужская работа. Кайфуешь от этого. Тяжело, но кайф. Это как в бане веником. Потом хорошо. Как-то на меня побежала собака. Просто шапка, которая сидела на цепи. Вот она подбежала, а я увидел, что на меня бежит тигр. И я так испугался, у меня тахикардия. Это было страшно, я это не скрываю, потому что, психологическая травма на лице. Вот, но я пересилил себя, и я это сделал, и я буду работать с тиграми, я буду их продолжать охранять. Семья уже свыклась с своим выбором профессии Нет. за эти годы? Нет, конечно. Нет, для женщины мужчина должен быть дома. Дома. А вот эти подскочил ночью и уехал. Куда? Супруга, в принципе, понимает, она знала, за кого замуж выходила. Когда она меня отправляла на войну, она прекрасно понимала, что она говорит, я понимаю, что я тебя не остановлю, но я всегда буду ждать. У меня есть мой ближайший помощник вот по конфликтной группе. Я всегда говорю, Димка, у тебя Татьяна, жена декабриста. Мы сидим, новогодняя ночь, у нас ловушки стоят, мы не можем уехать. Ловушки стоят, тигр ест собак каждую ночь в поселке. А ловушки не бросишь. И мы сидим, приезжает, у нее полная машина детворы, у него 3 детей. Полная машина детворы, и она привезла кушать просто ему. Села и черти куда приехала. Каждый год вся страна отмечает День тигра. Один из главных экологических праздников России. Так он проходит во Владивостоке. Этот величественный хищник вдохновляет людей не только на профессиональные подвиги, но и на творческие. Российский кутюрье Валентин Юдашкин, приступая к своей капсульной коллекции «Амурский тигр», уже знал о своем страшном диагнозе, но работу не прекращал. Летал на День тигра во Владивосток. И увидев людей, этот праздник, это демонстрация от мала до велика, это мужчины и женщины разного возраста, которые себя гримируют, которые готовятся, у кого-то носик, у кого-то хвостик. И это все от души сделано, это и не лишь бы как, то есть это и не выгнать людей, это не 1 мая, это не профсоюзы, это зов сердца, и люди так поддерживают и любят то, что это их популяция, это надо помочь. Так появилась жизнерадостная одежда «Амурский тигр» от Валентина Юдашкина. А потом была сложнейшая операция по удалению злокачественной опухоли, которая закончилась успешно. И маэстро Юдашкин снова в строю и снова отправился в экспедицию на Дальний Восток за новыми креативными идеями. Это было в 1997 году. Мне было 12 лет. Вот произошла авария, в результате которой я потеряла обе руки. Рисование — это некая медитация. Когда входишь в пространство картины, то останавливаешься, когда ты уже просто устал, когда ты хочешь есть, спать, и все, ты просто выходишь в таком состоянии, думаешь, ё-моё, я уже там 8 часов не ела, не спала, и вообще надо идти уже ночью или утро. В общем, это очень красивое животное, грациозное. Я вообще поражаюсь творению на нашей планете. Ну, тигры — это, мне кажется, кошачьи вообще, и особенно тигры, они очень красивые, конечно.
Подсчет тигров ведется по их следам раз в 10 лет. Последний проводился в 2015 году. Результат превзошел все ожидания. Популяция этих грациозных хищников на Дальнем Востоке увеличилась как минимум на 15% и достигла отметки в 540 особей. Благодаря данным ежегодного мониторинга на сегодняшний момент численность тигра уже оценивается специалистами в 600 особей. И здесь, конечно же, большая заслуга и центра «Амурский тигр», и центра аналогичного, который был создан по дальневосточному леопарду. Благодаря их настойчивым усилиям и материальному обеспечению, что очень важно, борьбы с браконьерством, удалось переломить тенденцию в лучшую сторону.